Эта история произошла с мужчиной по имени Николай Викторович, который был заядлым охотником. Уже несколько лет он проводил свои выходные в лесу, преследуя свою страсть– охоту на диких животных. Николай был опытным и умелым охотником, и каждый раз, возвращаясь с охоты, он привозил с собой добычу, которую с гордостью демонстрировал своим друзьям. Однажды Николай отправился в лес в очередную охоту. Он проследовал по знакомым тропам, надеясь встретить крупного зверя, к которому мог бы прицелиться. Вдруг он заметил медвежонка, который беззащитно блуждал по лесу. Пуля Николая неожиданно попала в медвежонка, ранив его. Охотник посмотрел на раненое животное и поспешно ушел из леса, не задумываясь о последствиях. На следующий день произошло нечто невероятное. Медведица, мать медвежонка, обнаружила своего раненого потомка и заполнилась яростью и болью. Она знала, что это дело рук человека, и решила отомстить охотнику. Следуя по запаху, оставленному охотником, она прошла через лес и вышла на дорогу, где увидела, как мужчина уезжал на своей машине. Медведица была искусная и хитрая. Она запомнила марку и цвет машины, а также запах и звук, который она издавала. Она знала, что охотник возвращается в деревню после каждой охоты. И так начался ее поиск. Прошло несколько дней, и медведица наконец нашла место, где машина охотника обычно парковалась возле леса. Она приблизилась к ней, чувствуя накатывающий гнев, и начала крушить и ломать ее. Мощные лапы медведицы легко справлялись с железом, она раздавала громкие звуки и выдавала грозные рыки. Мужчина, который находился внутри дома, услышал шум и выбежал на улицу и увидел ужасающую картину. Он увидел свою машину, раздробленную и искалеченную, а рядом с ней стояла медведица, издавая угрожающие звуки. Николай был ошеломлен и испуган. Он понял, что эта медведица отомстила за раненого медвежонка. Мужчина расплакался, смешавшись с настоящими слезами сожаления и страха. Он осознал свою ошибку и понял, что его страсть к охоте причинила боль и страдания другим живым существам. В этот момент Николай пообещал себе, что больше никогда не будет убивать животных ради своего удовольствия. С тех пор Николай Викторович изменил свою жизнь. Он стал активистом за права животных и пропагандировал их защиту. Он рассказывал свою историю другим охотникам и призывал их изменить свое отношение к природе. Николай больше не охотился, а вместо этого посвятил свою жизнь сохранению и защите дикой природы. Так закончилась история о мужчине, который познал на своем опыте важность милосердия и сострадания к живым существам. Отныне он стал борцом за справедливость и защитником природы, стараясь исправить свои прошлые ошибки и способствуя сохранению мира, где все существа могут жить в согласии и гармонии. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях.